Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Изменились ли ее чувства к вам? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И сразу же нам показывает, что в вашей жизни произошло разрушение. Это разрушение семьи, это разрушение отношений, да, то есть это разрушение может быть вообще всей вашей жизни, всего жизненного уклада. Это, знаете, как переворот вашей жизни на 180 градусов. Причем вот это разрушение закалило вас, это разрушение сделало вас более жестким, более таким человеком, ну в каком-то смысле, может быть, жесткости, агрессии, холода добавило, да. Если вот раньше вы были помягче, сейчас вы стали более таким жестким, вы стали более таким человеком, знаете, более недоверчивым, особенно вот это касается женщин. Вы сейчас, вот знаете, вы стали, вот как говорят, как цепные псы на дыбы становятся, да, вот. Точно так вот вы когда только слышите, да, о женщинах, когда вы слышите, что женщина хоть немножечко интересуется деньгами, все, для вас эта женщина, ну, как бы умерла и не существует. Вы очень осторожно подходите к выбору женщин именно из-за вот этого вашего недоверия. Вы считаете вот их всех манипуляторшами, предательницами, да. У вас есть, ну, такое вот, ну, реально тотальное недоверие. Также может проигрываться, что вот эта женщина, с которой вы разошлись, она даже сейчас, вот хотя вы и находитесь на расстоянии, она может периодически вам там писать, звонить, да, по каким-то вопросам. И даже сейчас, вот будучи там в разводе, да, то есть будучи на расстоянии, она сейчас пытается как-то вот вами манипулировать. Давайте уточним, по поводу чего. Ну, конечно же, по поводу денег. Она может прикидываться, что она такая бедная несчастная. Она может выклянчивать, выпрашивать каким-то образом у вас деньги, потому что ей не хватает денежек, ей нужно прикинуться бедной несчастной. Видите, это стопроцентная манипуляция. Причем это идет, ну, такое вот влияние через вашу любовь. Вот она прекрасно знает, что вы ее до сих пор, ну, может быть, любите, да, вот пусть какие-то это остатки любви. Но, тем не менее, она в курсе дел, да, она прекрасно понимает, она знает, где, на какую кнопочку у вас надавить, потому что, ну, вы, в принципе, не один год были вместе, поэтому человек очень хорошо знает, где нужно что сказать, как сделать, да, вот именно вот в манипуляциях она мастерица. Ну, то, что она любительница была у вас красивой жизни, денег, подарков, это, ну, даже не обсуждается, да, здесь достаточно взглянуть вот на эту карту, девятку пентаклей, видно, что вот она вся такая в пентаклях, да, женщина, которая знает себе цену, которая ставит себя выше всех. Ну, сейчас мы о ней не будем, да, не хочу бередить ваши раны лишний раз, но, тем не менее, вот разрыв, который вы пережили, был для вас очень болезненным. Давайте еще... Да, это разрыв вашей любви, это разрыв семьи, это, знаете, вот ситуация, которая вас вогнала в ступор, да, вот этот ваш развод вогнала в ступор, причем даже вот некоторые из вас вот снова в который раз мне показывают карты, что, ну, опять же, вот как бы больно вам не было, вот все равно вы хотите помириться, да, вот опять же говорю, некоторые из вас, потому что общий расклад. Да, вы хотите, возможно, выждать какое-то время. Вы ожидаете, может быть, она какой-то шаг к вам сделает. Но, тем не менее, знаете, вот вы особо не суетитесь. Вы сами не собираетесь пока действовать. Потому что больно, потому что все-таки ждете извинений от нее, ждете какого-то шага. Но другую женщину вы абсолютно не стараетесь впустить в свою жизнь. Вот как-то вообще, независимо от того, хотите вы вернуть женщину, не хотите. Я абсолютно не вижу, что вы как-то вот что-то делаете, да, чтобы начать новые отношения. Вот чуть попозже, смотрите, в вашу жизнь придет новая любовь.
Супер, посмотрите, какой расклад выпал. Вот какие карты, ну просто, да? Хоть сейчас и не об этом, но я все-таки два слова скажу. В вашу жизнь придет новая любовь, очень неожиданно, очень так, знаете, это будет любовь, настолько она будет взаимная, настолько это будет романтичная любовь и вот именно основной фактор неожиданности. Вот вы будете абсолютно в таком каком-то шоке, что ну вот, ну случилось, вас пробило, да? Хоть вы особо не настроены, а вот стрела Амура все-таки вас пробила. Поэтому, ну, ребятушки, выше нос, будет у вас все хорошо. Но сегодня немного не об этом. Итак, смотрите, вот если на данный момент у вас вроде бы и нету женщины, да, тем не менее, есть такие дамы, которые, ну, скажем так, положили на вас глазы, которые, в принципе, они видят, что с вас можно что-то поиметь. Но я сейчас говорю об окружающих женщинах, вот с которыми вы общаетесь, да, которые тем или иным способом с вами контактируют. Будьте осторожны, потому что эти женщины, особенно вот я хотела бы одну выделить, женщину, но она скорее такая, ну, блондинка, худощавая, помоложе вас. Это женщина, которая... Но она реально положила глаз либо же на ваши деньги, да, вот она знает, что у вас есть денежка, с вас можно что-то поиметь. Либо же она, вот даже, знаете, вот она скорее даже, вот если у вас есть квартира, она, может быть, на квартиру, на машину глаз положила, то есть на все вот эти вот блага. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, здесь тоже манипуляторша еще та. И теперь смотрим, что же за чувства у дамочки вашей, да? Давайте посмотрим сначала, кто к нам пришел на расклад, чтобы вы знали и понимали, какая женщина к нам пришла. Ну да, это ваша, конечно же, это ваша бывшая императрица, которой вот вы давали деньги. Это ваша бывшая женщина, которая, ну, нагнала страха, боли, печали в вашу жизнь. Это женщина, которая была вашим центром вселенной. Да, ну, в принципе, мы только что о ней говорили. Здесь особо добавить нечего, потому что, ну, это, ну, такая звезда королевишна. Вы давали деньги, она очень привыкла, вот, что вы ее содержите, да, может быть, кто-то подарки давал, возил куда-то. Она привыкла к красивой жизни, но, тем не менее, она ответила вам черной неблагодарностью. Вот именно эта женщина вогнала вас в то состояние, в котором... Либо же вы сейчас вот находитесь в таком вот плачевном, да, недоверии, тоска, одиночество. Либо же вот вы недавно были в таком состоянии, но уже пытаетесь немножко выкарабкаться, да, вот своими силами, либо же с помощью друзей, приятелей, ну вот пытаетесь себя вытянуть. Ну, то есть к нам пришла на расклад женщина, с которой вы хотели стабильной жизни, с которой вы хотели, может быть, прожить душа в душу до конца дней своих, просто потому что вы ее любили, да, это была ваша единственная женщина. А поскольку вы вот, ну, по своей природе, вы человек, ну, вы однолюб, это однозначно. Когда у вас есть одна женщина, другие не существуют. Причем еще может проигрываться, вот смотрите, у вас довольно неплохая интуиция. Вы догадывались, вы чувствовали, да, вот особенно, ну, я думаю, может быть, последние месяцы, последние годы совместной жизни, что женщина держит вас исключительно как кошелек. Напишите в комментариях, есть такой момент? Вам было плохо, вам было обидно, да, но вы не хотели ее отпускать. Вот вы оттягивали момент разрыва. Вы оттягивали, ну, естественно, из-за того, что вы ее любили. Не потому, что вам хотелось это все быстренько перечеркнуть, да, быстренько там денежки свои припрятать, чтобы она не брала, а именно потому, что вы ее любили, потому вы и терпели, потому вы и много чего позволяли, да. Вы прекрасно видели, где она вам врет, потому что вы интуитивный человек, вы чувствуете. Вы, в принципе, ну, на раз-два вы щелкаете женщин, да. Вот это все женское вранье, ну, вам ничего не стоит его раскусить. Причем, еще смотрите, особенно это связано те, кто, может быть, ездит в командировки, вот из вас, кто, ну, как-то вот с поездками связан. Еще может проигрываться ситуация, когда, ну, вот, допустим, либо же вы уехали в командировку, да, куда-то там по работе,
А потом приезжаете, а вам говорят, что вот твоя благоверная там где-то с кем-то, да, тебе изменяла, либо же вот вы приезжаете и видите вот, ну, какие-то улики, так сказать, да, факты измены. Может быть, в спальне вы что-то нашли, да, какие-то вещи, там, запахи и так далее. То есть вот это то, что вы увидели, когда вы были в поездке, ну, вернее, приехали с поездки, да, это вас очень сильно ранило, ну, добило просто, да, возможно, даже после этого вы решили разорвать эти отношения, потому что уже, ну, как бы результат налицо, факты, все улики налицо. Давайте-ка смотреть теперь, как же вот она поживает сейчас. Давайте в двух словах посмотрим, а потом мы будем смотреть ее чувства к вам, насколько они изменились или нет. Она, смотрите, она пыталась начать новую жизнь, она очень хотела встретить богатенького Буратино, да, вот пентаклевый король, и хотела, естественно, стать рядом с ним пентаклевой королевой. Это может быть еще ситуация, когда вот на момент вашего разрыва у нее был такой обеспеченный мужчина, да, вот она пыталась его, так скажем, охмурить для более серьезных отношений, просто потому что у него денег, может быть, было больше, чем у вас, да, я не знаю, машина лучше, квартира, дом лучше, что угодно. Но, тем не менее, сейчас будем смотреть, насколько у нее это получилось. Это были ее мечты, иллюзии. Посмотрите, ну одни пентакли. Вот она исключительно ищет мужчин вообще по жизни, не только вот этого мужчину, вот чисто ради денег, да, вот как она держит эти деньги, она прижала их к себе. Это такая, знаете, это карта жадности, это такое скупердяйство, жадность к деньгам. Поэтому вот она какой-то период была с этим мужчиной, но нет, здесь закончились отношения. Это была ее иллюзия, что у нее что-то получится с ним, он точно так ее раскусил. То есть больше у нее других мужчин нет. Она, да, может так иногда там прыгать по жезлам, так скажем, да, уже такое наше излюбленное выражение. Но тем не менее, я не вижу у нее серьезных отношений. Я не вижу каких-то особых таких денег, да, у нее даже может сейчас проигрываться какой-то период экономии, период нехватки, именно вот финансовых средств. У нее могут быть реально даже финансовые проблемы, даже потеря работы, либо же уменьшение зарплаты. Здесь, знаете, вот как будто у нее жизнь началась вот без вас абсолютно с чистого листа. Вот сейчас она начинает понимать, что она потеряла семью, она потеряла человека, который для нее делал все. Она прекрасно понимает, где она накосячила, да, что она там изменила, предала, наврала и так далее. Она прекрасно это понимает. Она понимает, что она, ну, потеряла, так сказать, золотую жилу, да, вот в виде вас. Она сейчас в каком-то смысле, да, она жалеет. Она именно жалеет, знаете, вот за вашими финансами, за тем состоянием, вот, которое она испытывала рядом возле вас. Да, вы сейчас далеко, да, вы не даете ей тех возможностей, которые у нее были раньше, тех средств вы не даете, хотя я не исключаю, что некоторые из вас все равно ей какую-то денежку дают. Особенно это касается тех, кто еще, ну, реально так лелеет надежду, чтобы с ней как-то помириться. Может быть даже, что вы стараетесь какими-то вот подарками, деньгами, там чем-то, ну, как бы так задобрить ее, приманить, так скажем, да. Потому что вот именно вы хотите еще склеить вот эту вот разбитую чашку. То есть сказать, что она сейчас счастливый человек, нет. Вот она наоборот, да, вот она... Вот очень четко видно, что раньше, да, вот была семья, все хорошо было, а сейчас вот осталась одна, осталась какая-то такая у нее, знаете, ну такая ситуация вообще неопределенности, вот как жить дальше, да, за что жить, за какие средства, кто будет содержать, кто поможет, да, чем-то, даже если вот что-то произойдет. Потому что раньше вы решали все эти проблемы, начиная от бытовых, да, если где-то что-то там поломалось, допустим, то сейчас это нужно и все решать самостоятельно. Давайте-ка разбираться теперь,
Изменилось ли ее отношение и чувство к вам? Ну вот, деньги, 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 ничего кроме денег. Но я даже не удивляюсь. Смотрите, ну одни пентакли. У нее реально вот вышла нехватка денег. У нее сейчас может даже проигрываться какой-то период, ну, может быть, депрессия, упадок сил. Знаете, вот может быть даже из-за вот этих вот переживаний денежных, может быть какое-то вот как эмоциональное выгорание, да, вот такой депрессничок легенький. Потому что неуверенность в завтрашнем дне тотальная. Я вот не скажу, что ее тянет к вам. Вот у нее не поменялось абсолютно к вам отношение. Единственное, что вот она точно так же хочет, чтобы вы снова начали давать ей деньги. Вот это она хочет однозначно. Вот по десятке пентаклей она снова хочет жить в шоколаде, она хочет жить в комфорте, она хочет иметь тот достаток, который вы давали. Да, она будет пытаться к вам проявляться, она будет пытаться, даже вот если вы в ссоре там какой-то, да, либо же не очень хорошие у вас с ней отношения, она будет пытаться к вам проявиться. Вот, она вас считает, смотрите, она вас считает императором, да, император это сильный, самодостаточный человек. Через какое-то время она выждет, и она попытается сделать какой-то, ну вот либо звонок, либо же это какая-то глупая смс-ка там, ну типа «Привет, как дела?». Но я думаю, что вы все-таки ее отошьете. Вот судя по раскладу, вы не собираетесь давать ей деньги. Напишите в комментариях, будете вы давать ей деньги, вот если она придет, поплачется. Она реально придет поплачется, она расскажет какую-то свою, ну, такую печальную историю, еще, естественно, приукрасит, проманипулирует. Потому что, ну, человек очень быстро привыкает к красивой жизни, у нее этого нет. Вот у нее сейчас, ну, реально такой вот период ступора. Причем, вот смотрите, ребят, я сейчас обращаюсь к тем, кто хочет помириться. Абсолютно чувств нет. Вот если брать к вам, да, сейчас мы смотрим. Вот если чувства нет, она всего лишь оценила то, что вы для нее делали. Она поняла, что вот вы такая довольно выгодная партия были для нее. Вот вы были такой вот вариант, который заставлял ее, ну, зазвездиться еще больше. Вы были тем мужчиной, который старался дать ей все. Понятно, что у всех у вас абсолютно разные доходы. Кто-то больше ей давал, кто-то меньше. Ну, то есть в силу своих возможностей вы старались как можно больше ее сделать счастливой, да, как можно больше дать, потому что любили. Вот она за этим скучает. Вот она оценила, что да, вот вы были, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент вы единственный мужчина, который дали ей так много, да, который вкладывался, который не жалел для нее ничего. Вот об этом она жалеет. Это она хотела бы, конечно, вернуть. Вот именно красивую жизнь, ваши отношения, да, комфорт. Потому что сейчас у нее, ну, глухо. Но вот эти одинокие жезлы, которые периодически проскакивают, но это все не то. Она это тоже прекрасно понимает. Одно дело, когда у тебя есть мужчина, который тебя любит, который ничего не жалеет, который ради тебя горы готов свернуть. И совершенно другое дело, когда это какие-то, ну, такие проходящие мужчины, да, назовем их так, чтобы не говорить грубых слов. Но это две большие разницы. Она это прекрасно понимает, поэтому смотрите, даже если вы хотите, вот имеете такую мечту, так скажем, вернуться к ней, ну, я вам описала. Я вот вам описала, что любви нет абсолютно. Есть только деньги. Даже в раскладе у нас, посмотрите, у нас одни пентакли. Ей хочется быть при богатом мужчине, богатой женщиной. Вот так, если по-простому сказать. Это единственная ее мечта. Поэтому чувства к вам, ну, к сожалению, не изменились. И я очень сомневаюсь, вообще были ли чувства. Вот давайте ради интереса, мне даже самой интересно. Давайте вообще взглянем, были у нее когда-нибудь к вам настоящие чувства? Вот любовь была к вам настоящая или нет? Нет, здесь не было любви. Здесь не было любви, здесь был холодный, трезвый расчет. Потому что дама четко расчетливая, четко такая продуманная. Поэтому даже если вот она выходила за вас замуж и
ну, рассказывала про любовь-морковь, но это была красивая такая хорошая актриса. Это единственное, что я вам могу сказать. Да, здесь брак вот проигрывается, либо вы были с ней в браке, либо же собирались пожениться. Ну, больше я не могу сказать о ней ничего, потому что человек абсолютно продуманный, абсолютно такой материальный, да. Вот если есть женщины, которые, знаете, вот на первое место ставят все-таки любовь, а потом уже какой-то достаток. Да, таких женщин мало, конечно же, вы это все прекрасно понимаете, да, ничего такого сверхъестественного я вам не сказала. Но, тем не менее, вот взглянуть достаточно на расклад Дни Пентакли. У нас в раскладе преобладают Пентакли. Плюс на дне колоды у нас десятка мечей, которая говорит, что все, с этой женщиной стоит в вашей жизни жирная точка. Ну, здесь, ну, просто сама судьба поставила жирную точку, потому что вот так, как было раньше, ну, так продолжаться не может. Здесь будет сама судьба ставить все таким образом в вашей жизни, так будут происходить события, вот даже касательно бывшей, что ну, вы не сможете просто сойтись. Ну, вы не сможете. Вас будет как будто сама Вселенная отводить от этой женщины. Ну, потому что снова давать вам как бы второй шанс с женщиной, которая видит в вас только кошелек, ну, даже, я думаю, высшие силы этого не позволят, да, вот и судя по десятке нашей. Поэтому лучше, знаете, вот переболеть, перестрадать. Понятно, что это тяжело, понятно, что это больно, это обидно. Но чем жить с женщиной и знать, что тебя тупо используют, ну, упаси Господь от таких женщин. И я вам всем желаю поскорее встретить ту настоящую, ту единственную женщину, кстати, которая выпала у нас в раскладе в начале, да. У вас будет обязательно настоящая, большая взаимная любовь. Поэтому я желаю поскорее вам встретить и, наконец-то, чтобы в вашу жизнь пришло счастье, любовь и покой. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!